Здравствуйте! Я продолжаю рассказывать вам о рабочем визите Светланы Тихановской в США. Напоминаю, что избранная народом лидер эксклюзивно для канала «Страна для жизни» показывает, как проходит ее рабочая поездка. Это дневник президента, день 2. 19 июля Светлана Тихановская дала интервью CNN, где она рассказала о ситуации в Беларуси и заявила, что у США есть моральное обязательство выступить за демократию и против диктатуры Лукашенко. У нас есть некоторые кадры со съемочной площадки, где Джим Шуто, ведущий CNN, просит сделать фотографию со Светланой. Позже эта фотография появилась у ведущего в Инстаграме, где он, кроме всего прочего, написал: «Я восхищаюсь ее смелостью». 4:30. First of all, your English is better than mine. That was excellent. Would you mind taking a photo, just because? Thank you. All right, everyone look right here. 3, 2, 1. Let's grab a little line there. 3, 2, 1. Got it. Thank you. Вчера в Вашингтоне Светлана Тихановская провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря Викторией Нуланд. Подробности встречи в сюжете Белсат. Першыя вынікі. Бачу, што выйшлі задаволеныя. Меліся быць 40 хвілінаў, больш за гадзіну знаходзіліся ў дзярждэпартаменце. Што казалі, пра што гаварылі, што абмяркоўвалі? Очень тепло прошла встреча. Очевидно, что и госсекретарь Блинкен, и Виктория Нуланд очень обеспокоены ситуацией в Беларуси и всячески на нашей стороне готовы помочь, потому что мы разделяем общие ценности. Права человека, верховенство закона и права. И видно, что они хотят нам помочь. И мы обсуждали, как сделать так, чтобы Belarus Democracy Act работал эффективнее. Это очень хорошая база, но нужно приложить немного усилий, чтобы увеличить эффект. Также мы, конечно, говорили о поддержке гражданскому сообществу. Мы рассказывали о том, какие репрессии сейчас в Беларуси, про средства массовой информации, про правозащитников, о том, что необходимо все-таки, чтобы шаги со стороны Соединенных Штатов были сильнее, смелее, быстрее и эластичнее, я бы сказала, потому что очень много трудностей возникает при поддержке белорусов, и нужно учиться эти трудности обходить, потому что сейчас нужны креативные подходы, ситуация нестандартная, нужно искать нестандартные способы решения. Также, конечно, говорили о давлении, что США готовы предпринять в самое ближайшее время, чтобы изолировать режим экономически еще больше. И мы говорим о том, что белорусы, конечно, смотрят на действия США, оценивают, точно так же, как и страны остальные. И США, конечно, может быть чемпионом в распространении ценностей демократии в стране. Для них это очень важно. Я понимаю, что для нас, для белорусов, в этой тяжелой борьбе, может быть, эти ценности звучат немножко странновато, потому что мы видим реальную угрозу, наши любимые реально сидят, и наши дети без родителей страдают, но для них это важно, и мы должны об этом говорить, потому что мы хотим на самом деле, чтобы эти ценности правили у нас в стране. А што датычыць расійскага пытання, бо вельмі часта ўзнікае такі каментар, што трэба ціснуць на Расію і размаўляць з Расіяй. Ці гэты момант узнік у часе размовы? Конечно, вопрос России затрагивался, но, опять же, в таком контексте, что позволит ли Россия демократическим изменениям в Беларуси. У меня ответный вопрос, а почему Российская Федерация должна позволять или не позволять, да? Если у нас не идет борьба между Западом и Востоком, это борьба внутри Беларуси против насилия, против диктатуры, против человека, который силой удерживает власть. Это все. Но, конечно,
Понятно, что здесь тоже свое видение ситуации. Тот факт, что за 27 лет понимание того, что мы часть России для западного сообщества, его нужно в корне менять, потому что мы отдельная страна с отдельной культурой, с великолепными людьми, и мы должны сейчас рассказывать об этом миру, потому что мир об этом не знает. И поэтому, да, говорили, мы сказали, высказали свою точку зрения по России, что мы не ищем врагов, и Россия все еще может стать частью разрешения нашего кризиса, если это будет необходимо, точно так же, как и наши другие страны-соседи, и все, кто хочет помочь нам в этой борьбе. Поэтому, затронули, конечно, но вопрос, наверное, сколько вы сказали, я была там час? Больше за годину. Больше за годину. Так вот, 97% этого времени мы, конечно, говорили о Беларуси. А што тычыцца дэпартаменту, то якія прагучалі канкрэтныя абяцанні і канкрэтныя крокі? Чаго можам чакаць, можа, ў бліжэйшы час, бо беларусі чакаюць з надзеяй? Вы знаете, по конкретике, вот сейчас остались мои советники в Госдепартаменте, дальше идут экспертные встречи, где будут выработаны механизмы воздействия, будет больше конкретики, и дадим, наверное, эту информацию попозже, потому что на встречах такого высокого уровня все говорится, значит, выражается поддержка, говорится о намерении помогать, а уже дальше работают эксперты, работают... Дзякую, будем чакаць на экспертаў, таксама здабываць іх каментарыі. Спасибо вам большое. Как позже расскажет вам сама Светлана Георгиевна, на таких протокольных мероприятиях мало что можно снимать. Но у нас есть кадры прибытия Светланы в Госдепартамент, где и состоялась встреча с Энтони Блинкеном и Викторией Нуланд. Кадры со встречи мы действительно не можем показать, так как у нас их нет. Но Светлана Тихановская поделилась эмоциями после встречи с Энтони Блинкеном и Викторией Нуланд. Здравствуй, моя дорогая страна для жизни. Опять записываю видео из гостиницы, хотя хотелось показать вам, наверное, больше Вашингтона, но пока нет такой возможности. Очень плотный график, надеюсь, что получится чуть-чуть попозже. Сбежала на 10 минут после встречи в Госдепе США, встречалась с Блинкеном, Кристиной Нуланд. Об итогах встречи вы можете прочитать на официальном сайте, не буду на этом заострять внимание. Единственное, что была удивлена, насколько политики в белорусской теме, насколько они понимают, что происходит, но моей целью было донести до них ту боль, которую я испытываю, которую испытывают все белорусы, которые сейчас находятся в заложниках в нашей стране. И говорила о Сергее, о других политзаключенных, о тех нечеловеческих условиях, в которых они содержатся. И сейчас в Беларуси невыносимая жара, люди без свежего воздуха вынуждены спать на полу. И насколько это все страшно, это происходит в центре Европы. Но говорила о волонтерах, наших рабочих, студентах, медиках, спортсменах, о том, что несмотря на все репрессии, люди продолжают бороться. И это уже не остановить, потому что нельзя с помощью насилия и оружия сломать силу воли белорусов. Да, страшно, да, опасно, но вместо одного заключенного на его место приходят двое. Поддержка в Беларуси не иссякает, люди готовы помогать, подвергаясь опасности, репрессиям. Говорили о том, что как важно объединяться демократическим странам и помогать в нашей нелегкой борьбе, о том, что
ценности, за которые мы боремся, они общие для всех. И если США декларирует распространение демократии во всем мире, то будьте впереди планеты всей. Будьте с нами. Думайте о судьбах людей, которые были сломлены этим ужасным режимом. Впереди еще у меня несколько встреч. Завтра будет Белый дом. Возможно, я сегодня еще что-то подзапишу, и очень хочется показать вам какое-то разнообразие, но телефон у меня не с собой, не могу записывать передвижения свои, какие-то бэкстейджи встреч, но как есть. Вы уж извините. До встречи, мои хорошие. Каждая встреча и каждое интервью требует подготовки, поэтому даже в этом бешеном темпе нужно находить время на планерку. И в конце у нас есть небольшое послание от Светланы Тихановской белорусским женщинам. Страна для жизни. Сегодня мне подарили такую подушку на одной из встреч. Здесь написано: она поверила, что она сможет, и она это сделала. А на обратной стороне, Валерий, что здесь написано? На обратной стороне написано «Великие женщины», чтобы мы ими были. Нет, великие женщины, чтобы мы их знали, чтобы мы ими были и чтобы мы их растили. Всем женщинам Беларуси посвящается. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь этим видео. Светлана Тихановская и ее команда хотят снимать больше, и они будут это делать по возможности. Поэтому оставайтесь с нами, увидимся завтра. Живе Беларусь!